Познакомились в Одноклассниках. Да, было дело. У нас первое знакомство с криптой было лет, наверное, 13, назад. Я только слышу, какие фермы. Козы, коровы. Как же оно режет по душе, да? 400 тысяч долларов за биткоин? Ну окей, возьму 0,1, потому что, типа, пускай будет. Ограниченная добыча его, да. Правильно? То есть он же тоже не вечный. Реально, вот это проблема большая. Ну что же, это необычный выпуск, новогодний. Год на самом деле был непростой для тех, кто свою с дивана не поднимал, а для тех, кто поднимал, был хороший и успешный. И я могу сказать, что мы с Глебом именно те, кто поднимали. Глеб поднимал меньше, поэтому она у него огромная, а я поднимал чуть-чуть больше, поэтому она худая и накачанная. И, собственно говоря, мы начинаем этот выпуск прекрасный. С вами бессменные ведущие, я Владимир Носов, Глеб Ушаков и Алена и Тамерлан. Не ризикуй той, хто не п'є шампанське, але це вже не справа панська. Ты меня никогда не забудешь, мне наше лето будет сниться ночами. Привет! Ура! Заставку! Поехали. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Глеб, ну давай с зацепок. Так, ну тут написано, что до 2009 года вас не было в принципе. Мы То есть были. написано «Старт 2009». В 2009 году у нас началась именно совместная дуэтная история. Да. А до этого мы были как бы сам по себе, так сказать. Фрилансеры. Фрилансеры. Мы были фрилансеры. Мы работали Музыкальные как... фрилансеры. Да, музыкальные фрилансеры. Просто следующий момент, то есть познакомились в Одноклассниках. Да, было дело. Да. Ну да. А чего вы смеетесь, друзья? Нормальная тема. Да, да. Раньше, мне Нормально. кажется, все знакомились в Одноклассниках. Да, в пейджерах, конечно. Мне кажется, что наши отношения вышли на новый уровень. Да, мы должны перейти переходим в другую Ваську. социальную сеть. Ваську, Ну, не знаю, почему так вот получилось так познакомиться. Вот ВКонтакте никто не отвечал, пришлось постучать в Одноклассники. Не, ну началось на самом деле у нас, знаешь, как-то с каких-то жестов. То есть с моей стороны, вот я как бы там проводил там Алену до дома, знаешь, там потом где-то в кино там мы сходили, знаешь, то есть, ну вот. И потом мы как-то уже оба понимаем, что это вроде как бы уже не служебные отношения, знаешь, ну как-то так, ну. Мы отыскали эксклюзивные фотографии Тамерлана и Алены из этой соцсети, этой Одноклассники. И сейчас покажем зрителям. А ну-ка. Так, А, ну это я, да. На подработках, знаешь. Ну, это, кстати, на самом деле... Похоже, да? Да, это вот именно фотография из Одноклассников. Ну, Так. да. Мой любимый свитер. Да, до сих пор его ношу, знаешь, по праздникам. Ну, слушай, ну реально видно, что человек работает, что значит, денежка есть. денежка водится, конечно. Музыкальный. Не, да. это вообще какой-то электрик, походу, да, смотри. Ну. Ну, как, походу, это ты какой-то электрик. Радист какой-то, ну похож. Это было на аватарке? Да, это я на аватарке, скорее всего. Так, ну, Принимается, так. Ух ты! А можно нам? Слушай, джинсы те же. Смотри. Так и тапки твои тоже. И Вестбискет. Мы же не пили вроде бы. Прикольно, прикольно. это, наверное, вы просто в гости На кому-то картах, зашли. да, сидим? На картах, конечно. Ну. Ну, прическа какая у меня, да? Ничего не Познакомились, Слушай, познакомились в Одноклассниках, на картах присели, все перетерли за бизнес. Слушай, Шо реально так? бы за такую прическу в те годы бы любая дала бы. Да, я этим пользовался тогда. Слушай, ну у меня красивый парик. Надо Чё попробовать сразу этот цвет волос. Чё парик? Это не парик, это волосы. натурель. Это кудри внизу. Это натуральный цвет. Так, куда, сюда? Ну, да? конечно, сюда мы здесь Так. будем собирать. Табличек не так много оказалось. И слава богу, я бы так даже сказал. Ну, давайте пока не будем показывать. А ну! Что-то с моря, да? Да.
Тамерлан, что это такое? Это, Где я не могу ты? понять, это нарисовано или это чуть... А, Ну, нарисовано. это ты просто не помнишь, может, я не знаю. А, подожди, то я с Казахстана вернулся. Тебе ж сказали, слушай, братан, не хватает чуть-чуть, давай конями. По-братски. Астана 2008, все. Так, ну что, Феликс, молодец. Это знаешь, когда мы тут начинаем съемки... Так прическа и приходит идеальная. человек, Мы еще сейчас и вот, вообще в что-то превращаем так, его, что-то А странное. вот так. Да-да-да. Не-не-не, Спасибо, вот. Ксения. Я говорю, то есть сидит человек, смотрит шоу и говорит, Точно, со знаешь, у свечкой них, какая-то. по-моему, вот этот кирпичик, вот чуть-чуть, вот он что-то недомазанный. Но никто ж никогда не обращает внимания на эту фигню. Или обращают? Обращают. На что? Человек из зала обращает на все детали. Ну, Кирпич недокрашенный, отстой, дешево как-то, нет, не годится. То есть одним из первых сообщений, когда он тебе писал в Одноклассниках, было... Поменяй аву. Там... О, спасибо, пожалуйста. Поменяй аву Только и еще это кое-что. будет. Тебе не Сюда. кажется, что у тебя левое плечо чуть-чуть ниже правого? Знаешь, для девушки это Перепутать. оскорбление. Относительно Пить горизонта. с тобой, дорогой мой, возвращайся в свою Одессу. Последний вопрос, ребят. Есть ли у ребят... А вот и наши Ух ты ж как. напитки. У вас Класс, подписаны. именные, смотри, какие класс. У нас не дымится. Да, прикольно. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Так, ну давайте Ну что, ребят, мы не будем там это Так, сильно... у вас такое красивое капучино. вы, наверное, до сих пор не понимаете, зачем вы на этой передаче. Почему? Понимаете? Ну, конечно. Конечно. Мы посмотрели несколько выпусков. Уже посмотрели. Ты понимаешь? В курсе. Я хотел спросить, значит, раз Как вы написано? подкованы... Попрось, вот это как... Как поговорить о хребте просто? Спасибо тебе. Подсказка от Феликса. Феликс. Ключевое слово, просто. Так вот, как мы познакомились? И пошла тебя. Не, на самом деле у нас первое знакомство с криптой было лет, наверное, 13, назад. Когда мы находились в Штатах, как раз мы первый раз попали в Штаты. И у нас наш близкий товарищ, он на тот момент жил в Штатах. И он тогда очень глубоко изучал этот момент. И он нам тогда говорил, слушайте, скоро уже появилось, но скоро это будет набирать большие обороты. Будет скоро валюта, которой можно будет рассчитываться, но нельзя будет потрогать ее. То есть мы говорим, как это? И мы тогда еще на него так посмотрели, думаем, тебе, наверное, надо переезжать, братан, потому что как-то Америка на тебя плохо Почему влияет. человек, который в 2010 году мог поведать про криптовалюту, поведал об этом людям из Одноклассников? Музыкантом. Самым продвинутым. Что? Почему не я? И реально тогда мы такие, прикольно. То есть тогда мы знаешь, так толку? покрутили. Мы не поверили ему. Мы были так, знаешь, опять же. Не мудрено! Как это, знаешь, До мани. сих пор не верят. И как-то мы, знаешь, пообщались, думаем, наверное, что-то он тебе приснилось, наверное, знаешь, пацану что-то. Вот, и продолжали заниматься своими, так скажем, делами. Снимали, мы там 2 клипа как раз сняли, попали на очень крутую студию, Paramount Recording, легендарную. У нас своя история. Своя знаешь, движуха. То есть с того момента о крипте, так скажем, мы забыли. Вот. Следующее наше, так скажем, знакомство произошло не так давно, года 3 назад, наверное, да? 4 года назад. Извините, это ваше знакомство. Не мое. Когда был вот это такой, наверное, был первый такой... 17-й год, да? Да, бум, взлеты, и когда И все начали про это говорить, знаешь, знают, не знают, разбираются, не разбираются. Да, и тогда Надо был, всё знаешь, это как скупать. трендовая тема, то есть это была такая... одна из Я тем- только слышу, какие фермы, какие Тем номер один. фермы, Короче, какие-то мы- козы, коровы, что, о чем речь? Мы решили... Во-первых, мы А когда с это все парнем вы с этим еще общались, который тогда рассказал? Конечно. Ага, то есть вы конечно. продолжали общаться. Было такое назидательное, я же говорил. Он достаточно такой лояльный в этом плане, то есть мы раз поговорили, то есть мы тему не открывали. Потом уже, когда вот этот пошел бум... Раз ее открыли в 2010-м, Да. и больше ее не поднимали. Вообще. Но это было такое на фоне Вообще. разговора. он-то рос? Да, он-то рос. И
И потом, получается, когда вот это начало... Интересно его в гости пригласить просто. Больно вам реально это слышать, да? Как же оно режет по душе, да? Очень, Вот. И позже, когда начала она максимально быстро развиваться, какой-то был там всплеск, там, да, ее там на рынке и так далее, мы резко начали вспоминать наш разговор, и, опять же, и много там специалистов, которые, так скажем, у нас там в этой сфере двигаются, вот. И мы начали собирать информацию. Много специалистов. Собирать информацию по поводу того, что это такое, и, так скажем, с чем его едят, знаешь. И это в 17-м году, получается, да? В 17-м, да. Было принято решение построить ферму, короче. Окей, асики, у вас на закупаем... домашнем совете? Не, ну, с кумом, короче. Я вообще была против. Он говорит, типа, потому у меня что есть... я люблю щупать, чувствовать, я не понимаю. Они тебе об этом рассказали, Нет. когда бизнес-план уже был на руках, да? Да. Была тема, короче. Была тема. Была тема. Значит, было вот это, когда был бум, начали все активно строить там фермы и так далее. Начали скупать эти асики на заводах. Да. Был такой потом период, когда эти асики, там был китайский Новый год и так далее, и было нереально заказать, и даже не вариант был сделать предзаказ. D3 брали? Ну, да, вроде да. И, короче, значит, мы принимаем волевое решение. Мерседес купил белый вместо этого. Принимаем волевое решение, собрать, значит, нашли мы выходы, короче, на там какой-то завод, закупаем эти асики, короче. Они едут к нам, ну, что-то они долго ехали. Вот, поскольку как бы за эту сделку Знаешь, отвечал наш есть кум. успешные люди, как бы. А есть те, которые ждут, пока приедет. Короче, Я просто тоже, ну, я знаю, что есть люди, которые реально подняли там очень быстро денег, пока они... но это были не мы. Пока они, короче, шли к нам с Я Китая. хочу дальше больше сказать, это и не мы. Пока они, короче, к нам шли с Ну, надо Китая, разобраться, мы смотрим, как на бирже там курс битка, он начинает падать. Я понимаю, слушай, ну, интересную, конечно, мы аферу, знаешь, сами себя загнали. Вот. В общем, пока дошли к нам эти аппараты, мы принимаем волевое решение продать их, короче. Вот. И тут выясняется, что вместе с ценой биткоина и эти ваши аппараты подешевели. Соответственно, да. Поэтому... Хорошо, то есть... благо, что у Тамерлана очень такой жесткий в плане денег характер. В общем, мы, короче, в небольшом плюсе остались, но... Это ты как сделал, расскажи. Ты успел их продать дороже, да? Да, мы продали их как бы вовремя, когда он еще... так Отскочил скажем, там. Да, там были моменты Красава, надо его отскока. брать в продажники. Короче, и идеально вообще. получилась такая история, Ребята, что... это 100%. Мы Получилось- называем его маркетологом вообще. Получилась такая история, а я уже там запланировал, у нас же мы там живем там в частном секторе, я уже там поменял тариф день-ночь, знаешь, думал, чтобы меньше было потребления. Я говорю, ты что, с ума сошел? Нашел гараж. Участкового предупредил, что будет шумно. Наш, короче, ну, там, думаю, гараж, смотри, у нас гараж, типа, есть, ну, там, на первом этаже там машины, на втором простаивают. Поставим туда, там, проветриваемое помещение должно быть, чтобы не было там этого. Все было готово к тому, мы были не готовы. Вернее, доставка не была готова. По факту, почему создаются многие там криптовалюты, либо токены, ну, то есть либо коины, либо токены. То есть они должны нести какую-то смысловую нагрузку. То есть, Ну, если она ты- должна быть чем-то подкреплена, правильно? Нет, Валюта? подкреплена это типа... Нет, должна быть Идея, фактор мысль. полезности. Должен Ага. быть. Чем выше вот этот фактор, чем выше этот индекс полезности, чем, соответственно, шире будет применение, тем шире будет комьюнити, тем выше будет востребованность. По факту это ж криптовалюта, вот конкретная, там какая-нибудь, вот там ВЭК или еще какая-нибудь, это твоя, моя, там людей и так далее, вера, вот, что вот это стоит деньги. И эта вера есть цена. Ну, доллар, он же по факту не стоит уже $100, он стоит там $5. И их штампуют, он все равно стоит почему-то $100. Потому что люди продолжают верить, что эта бумажка... In dollar we улетела. trust. Да, in dollar, in God we trust. Да. Вот, и получается, что за эту бумажку там можно купить вот столько-то чего-то. Но когда эта вера начнет ослабевать, и все начнут продавать доллар, то, соответственно, его цена начнет падать. Точно так же и в крипте. Вот биткоин, вот он растет, вера растет, люди покупают, он растет. Чем подкрепляется эта вера у того же биткоина? Почему он растет в цене? Потому что за ним стоит технология блокчейна. И до сегодняшнего дня никто не мог миру ничего такого подобного предложить. Уникальная вещь. Штука, не зависящая ни от одного государства,
и не зависящая от того или иного решения какого-то там парламента или Трампа напечатать 4 триллиона долларов или еще какой-то... Смотри, абсолютно, кто-то же создал, абсолютно правильно? независимый инструмент обмена ценностями для всего мира. Независимый ни от кого, который невозможно взломать. Ну хорошо, Но это смотри, же круто. вот, например, образно говоря, там, если мы говорим Так. там криптовалютный рынок, Так. он может обвалить, так скажем, какой-то, там, например, биржевый рынок, образно говоря, там, каких-то акций, например, там, либо, например, Конечно, может ли да. он обвалить, например, доллар по всему миру? Да. Уничтожить может, более того. Объясню почему. Потому что, да, если мы говорим про блокчейн биткоина и, соответственно, про биткоин, то биткоин ограничен в своей эмиссии. Вот. И если уже говорить про финансовый сектор, то это, по сути, вот такой вот ресурс, который нужен всему миру, соответственно, да, потому что на его базе технологии, вот, который нужен всему миру, но он ограничен в эмиссии. Вот, например, золото. Мы говорим, да, золото, как бы круто, все окей. Но если сейчас кто-нибудь найдет какое-то месторождение, как бы, да, там на Вот. 3000 долларов, цена валится. Так, с здесь- битком же тоже момент, это же ограниченная добыча его, Да. правильно? То есть он же тоже не вечный, то есть есть определенные... Правильно. Так вот, когда-то в какой-то момент добудутся все 21 миллион биткоинов. Ага. Из них какое-то количество уже, значит, Навечно. навечно, в небытие. И остается, значит, циркулирующая эмиссия. То есть оно просто как бы Да, по рынку крутится, конечно, да. Просто сейчас у тебя, допустим, есть возможность купить один биткоин, а когда вот придет вот этот момент, когда все монеты будут добыты, начнется уже борьба за распределение текущей эмиссии, как бы, ну, ты будешь такой думать, ну, блин, 400 тысяч долларов за биткоин, ну, окей, возьму 0,1, потому что, типа, пускай будет, ну, как бы. Ага. А мог быть один, да, я понял. Потому что, типа, ну, как бы никто же не верил 10 лет назад, что он с 10 Да, долларов ну вот стартанет на 24 100%. тысячи сегодня. Да. Да, 23 800. Но как бы он это сделал. И он сделает в следующие 10 лет то же самое. И все будут точно так же удивленно сидеть. Наша передача... Блин, надо было по 25 Глеб будет брать. выглядеть уже максимально хер... Я буду такой сидеть, мы будем такие, ребят, ну что, 1476 выпуск Гагарин Шоу, с Взял вами в бессменные кумовья. ведущие Владимир Носов, Глеб Ушаков, Тамерлан и Алена. Биткоин сегодня пробил 804 тысячи за штучку, о чем Алена написала пост в Одноклассниках. Не, я написала, Пост в Одноклассниках. я написала песню. Песня. Написала песню Не. в Одноклассниках. А будет, знаешь как? Песню одна. А будет так, знаешь как? Вова, будет так. Пробил 804 тысячи юаней за один биткоин. Да. Рупий, я не Ребята, у знаю. нас, кстати, в одной песне есть про биткоины. Кстати, Вы же да. вообще не слушаете наше творчество. Песня да? выходной. Феликс, Я как ты пропустил? Кстати, да, у нас... лузер. Да. Ребят, Как там, подожди? Но биткоин немного дразнит. Каждый день мой это праздник, но биткоин немного дразнит. А, когда он был немножко... Выходные снова Ну, в клубе, ищи нас в Ютубе. вот так вот, да. Чушки, Ну, матрешки. поэтому как бы мы в Эта теме. песня да. называется «Выходной». Да. Кстати, делали мы ее с израильскими музыкантами, диджеем. Цика Бренд, да. Цика Привет ему. Бренд. Израиль же нас тоже смотрит. Да, кстати, он нам Шалом, сегодня братья. звонил с Израиля. Привет, Израиль. Вот. И- Израиль, с Надеюсь, вас вы- максимальное количество лайков, Я окей? надеюсь, вы тоже нас посмотрите. О, кстати. Не забываем подписываться, и, дорогой Израиль, ставить колокольчики, лайки и писать комментарии. Любого толка. В песнях Тамерлана и Алены все слушают припев, а на куплет внимания не обращают, хотя именно там самые ценные слова. Я, ваш покорный слуга, буду зачитывать строки из песен и пару вариантов финальной рифмы. А ну. Задача Глеба — угадать оригинал. Ребята и зрители могут помогать. Так. Так, проверим. У меня в какой-то момент мелькнула мысль напеть, но потом я подумал, что Алена мне на этот счет скажет. Нет, не надо. И ну. думаю, буду читать стишками. В своем зеркале ты видишь наше отражение. Продолжаю читать до упора, как говорят. Да, я помню. Это... А можно напеть? Тамерлан, можешь напеть, пожалуйста? Давай, я продолжаю читать до упора, как говорят. Итак, варианты ответа. Давай. А. Между нами ссора. Вариант Б. Нужно выпить корвалола. О. Вариант В. У нас завистников свора. О. И вариант Г. По теореме Пифагора. Глеб? Первый еще какой? Первый мне вот этот. Между нами ссора. Между нами Я тебе могу ссора. даже зачитать. Оно. В своем зеркале ты видишь наше отражение. Продолжаю читать до упора. Как говорят, Между нами ссора.
А что зал скажет? Подожди, кто знает? Правильный ответ? Зальчане. Кто сказал Пифагор? Кто? В маске. Кто? Кто ответил? Кто? А он там, кот ответил. Как Кто-то было? знает, Как? это правильно говорить. Какой ответ? Пифагора. Правильно, правильно. А говорят, да. потерянный Это все Пифагора. будет хорошо. Это Это и- вторая песня, которую у нас после «Хочу с тобой». Это серьезная смысловая нагрузка в песню, вы понимаете? Про Пифагора петь. Читать, вернее. Ну, да, это... А кто знает теорему Пифагора, вы, школьники? Пифагоровые штаны на Это все уже стороны равны. Раунд. Все. Так, Я все равно, откуда штаны? Какие у него были штаны, я не понял. Ну, главное, что они были равны, это главное. ты говоришь, хочу с тобой создать семью, подарить сына, ведь я тебя люблю. А я ответил, постой, мне же еще рано, нужно подняться на ноги. Варианты ответа. Ведь ты же знаешь Тамерлана. Вариант А. Да. Вариант Б. Наполнить 2 кармана. Вариант В. И не зашито рано. Вариант Г. И выпить 2 стакана. Смотри. 2 стакана, 2 кармана. С смотри. зашитой, с разорванной раной точно не смог бы сделать. Наполнить 2 кармана и так, ежу понятно. Так. Наполнить 2 стакана, это только если будет лавешка. А вот если ты знаешь Не, ему Тамерлана, я беру вариант А. И это правильно! Это, кстати, первая наша песня, которую мы совместно как дуэт запустились. Это вот «Хочу с тобой» песня. Песня Офигенная о песня. любви. Поехали дальше. Я поглощаюсь с каждой секундой, пропадаешь словно. Вариант А. Ниндзя Тьфублин. Ниндзя. Это, кстати, было бы логичным продолжением. Ну да, прикольно. Вариант Б. В тундре. Вариант В. Носок второй. Пропадаешь словно носок Сейчас я- второй. Я поглощаюсь с каждой секундой, пропадаешь словно носок второй. Прикольно, прикольно, Неплохо, Верша, да. да. Это Феликсу как Это бы. Феликс, да. Второй носок, да. И вариант Г – это само собой. Ну, там Пропадаешь такие словно варианты, ну, Само собой. наверное, все же тут. Всё-таки, наверное- Носок как бы хороший. Давай у вариант. зала спросим, на помощь зала. Нажми. Вариант В? А Б – какой Борис? Братислава? был? Баритон. Б. Б – баритон? А, Б. Биткоин. 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 И это Правильный лучший ответ. ответ. Правильно ответ. Так, ну что, и здесь, собственно говоря, замыкая круг, последнее. 3 дня ни смс, ни звонка от тебя. Наверное, гордость заставляет молчать. Вариант А. Меня. Б. Свинья. Вариант В. Ты. Г. Ты, лянь, сюда иди. Слушай сюда, что мой рот говорит тебе. Это мой рэп, моя страна. Это ремикс был, это ремикс. Да. Так, еще раз. 3 дня, ни смс, ни звонка от тебя. Наверное, гордость заставляет молчать. Вариант А. Меня. Вариант Б. Свинья. Вариант В. До утра. Вариант Г. Тебя. Ого, сколько вариантов. 4, как и всегда. Ну, подходит, конечно, свинья. Вот, но тут, если взять помощь зала и подсказку 50 на 50, то нужно отбросить 2 неправильных ответа. 2 неправильных варианта. Хорошо. Отбрасываю варианты меня и до утра. Остались свинья и тебя? Да. Ну, возьмем все же с тебя. Тебя, Свинья. С тебя возьмем. тебя. И это правильный ответ. Тамерлан, если ты не против, я Я буду скучать по положу своим тебя былым под... временам. Там просто пару фанаток... Слышишь, пару фанаток подходило, говорят, можно мы... А, ну понятно. А, А Я вот это сейчас заберу. что именно? Ну вот то, что... То, Мне что, нужна то, что под твоя свитером. одежда. Спасибо большое. Ксюша влетела в какие-то конструкции там. Тут же квест целый. Ладно, Квест. Ксюш, я отдам тебе Тамерлана. Но А ты что там тоже еще не есть? забывай. Еще есть Алена. Архивчик. Но это уже не так интересно. Это уже не так интересно. Старый архив. Почему? Очень даже ничего. Ну, а у нас современная передача. У нас есть такая штука,
Если мы пойдем с ней на рынок, то 23 800 за нее отдают сегодня. Да, вот. Куда мы потратим эти деньги? Мы можем потратить их куда угодно. Например, купить биткоин, да? Обратно. Как бы, не, ну, так, например, так вот- бы сделал он, но не я, знаешь. Смотри, вот кидает тебе Тамерлан на стол один биткоин и говорит: Алена, А как он выглядит? Ну, А вон, вот. вон. Кинь на стол один биток. приходит такой, знаешь, с работы слегка такой А дай я задолбанный. его потрогаю. Не, за спин, не вот так. Не, да, да. Вот так, вот так. Не-не-не. Добытчик. Не-не-не, не так. Вот и мой Представляю, с мужиками заходишь такие. Не, мужики, где грузить? Все, брат. Здесь выгружай. Все, обнял. Спасибо, На брат. завтра. На связи. Обнял. На Пивас, связи. меня пивас. Вот. Вы скажите, что надо купить за него. Ну что надо? надо? То есть, значит, я могу купить все, что Да, угодно. да, да. Да, Он все. стоит То есть вот муж тебе 25. сказал: 23 800, Пока Радмилик. ты только что разговаривал, Малышка, уже 23 800, делай. Уже начинай палить, надо Уже быстро 23 покупать, 500, быстро пока скупать. поговорили здесь. Так надо Ты можешь скупать. быстрее решать, Ален, куда ты потратишь бабки? 23 потому что 400, понимаешь? Давай, давай. Подождите, я имею в виду... Биткоин 23 может и 200. на 300 упасть. Так, Все, подождите. смотри. Утро 22 вторника. Тебе на стол кладут 23 800. Ну, я могу купить все, что угодно. Правильно. Вот на Вот 23 всё, у тебя есть 800. 800. Машину ты не купишь. Так, во грубо вторник у тебя есть хорошую возможность машину. потратить 23 Нет, ну 800. ты купишь машину, но я имею в виду... Ну я-то, конечно, мне и на маршрутке, в принципе. А я смотрю, блондинка твой натуральный цвет. Нет, нет, Итак, смотри, вторник. Ты можешь потратить 23 800 на себя сегодня, до 6 часов вечера. Что ты делаешь? Давай я покупаю Rolex часы. Ого! Подарок своему это- любимому мужу. А это Почему так в жизни не работает, спроси, Оля? Все новости в этом выпуске Гагарин Шоу взяты с сайта forclock.com. Па-пам-пам. Банки Мальты поставили под угрозу планы по созданию блокчейн-острова. Дружественная криптовалютам и блокчейну Мальта столкнулась с нежеланием местных банков работать с представителями индустрии. Самое интересное, местных банков, там всего 2 банка. Вот. Министр финансов Клайда Каруана констатировал, что концепция блокчейн-острова оказалась под угрозой из-за банковского скептицизма. Да, вы представляете, 12 лет развивается индустрия, уже, значит, лицензии, значит, на государственном уровне принимается все. А до сегодняшнего дня вот такого прямого взаимодействия банковского сектора и сектора криптовалютных рынков блокчейн не совмещаются. Почему? Но, возможно, Почему? скоро появится новость о том, что такая коллаборация... И это вам маленькая загадочка в новогоднем выпуске, пасхалочка, можно так сказать. Вот, да. Поверьте. Но реально, вот это проблема большая. А почему? Причем, более того, на Мальту, на конференцию Вова был, на конференции там 5000 человек, там той Мальты, там 5000 человек прилетает, там билеты с 50 евро вырастают до 1000, реально. Да. Все занято, 5000 человек приезжает, туда приезжает даже там премьер-министр Мальты, ну, короче, там все высокопоставлены, но они реально вот хотели сделать это такое, вот, мы передовые, блокчейн-остров, все, мы развиваем законы, все, но реально ничего не могут принять. То есть нету никаких регулирующих государственных документов. Мальта — это офшорная зона, нет? Нет, это ж Евросоюз. Угу. Хотя Кипр тоже ж Ну да. Евросоюз. Ну. Может, там какой-то есть просто... Нет, дело в том, что, мне кажется, банковский сектор не работает полноценно с рынком криптовалют, потому что чувствует какую-то конкуренцию. Эти Угрозу, два банка. угрозу. Да. Конкуренцию и угрозу, да. Скептицизма, да. Да, и, соответственно, как бы это, соответственно, в свою очередь приводит к чему? К тому, что, допустим, представьте себе ситуацию, допустим, криптовалютная биржа имеет прямую коллаборацию и максимально там серьезные взаимоотношения с банковским сектором. Это дает, соответственно, доступ к дешевым кредитам. То есть ты, соответственно, получаешь доступ к дешевому кредиту на приобретение криптовалюты, например. Ну да. Сказка же, правильно? Вот. А ты, например, вместо этого идешь и платишь 30% годовых для того, чтобы взять плечо на криптовалютной бирже для торгов в маржинальном терминале. Ну, то есть, типа, дороговато. А, допустим, если бы были европейские средства, там, ну, это было бы там за 1,5% годовых, например. Вот. Поэтому, ну, как бы, что сказать, всему свое время, как говорится. На самом деле, к слову,
Наша компания входит в топ-10 по количеству блокчейн-разработчиков в мире. Опа. На секундочку. Кто не согласен, попробуйте опровергнуть. В комментариях. Начнем с комментариев. Вот здесь. Начнем с комментариев. Власти Германии одобрили хранение в блокчейне записей о транзакциях с акциями. Вот это, кстати, очень круто. Правительство Германии одобрило законопроект, который делает легитимным полностью электронные ценные бумаги в рамках более широкой блокчейн-стратегии. Прежде закон обязывал эмитентов и держателей ценных бумаг документировать сделки только бумажным сертификатом. В чем прикол? Прикол в том, что, вот это знаете, как поговорка, то, что написано пером, не вырубать и топором. Так вот, блокчейн — это оно и есть. Если произошла какая-то сделка, и она записана в блокчейне, то даже при желании, при самом большом желании, удалить ее оттуда невозможно. Нет, да, конечно, сейчас хейтеры напишут, но если в смарт-контракте прописать строчку о том, что там можно удалить, то это все можно сделать. Они не понимают. Хейтите в комментариях, но прикол в том, что если блокчейн начнут внедрять везде, то коррупция исчезнет. А вот это уже интересно, да? Да, CoinMetrics. Отсутствие новых рекордов у альткоинов – признак зрелости рынка. Биткоин консолидируется на подступах к новому историческому максимуму. Но у подавляющего числа популярных альткоинов ценовые рекорды остались далеко позади. Аналитики CoinMetrics видят в этом здоровое состояние криптовалютного рынка без признаков пузыря. То есть медленно, но уверенно, да? Я хочу напомнить этим аналитикам долбаным, чтобы они подняли график, это не очень сложно, в 2020 году с помощью интернета, и посмотрели, что 17 декабря, когда биткоин нарисовал all-time high, только лишь через месяц альткоины начали показывать свои all-time high. По этому поводу... Мы не даем советов. Не даем вам рекомендаций торговых, но, ребята, ну, блин, ну как можно такое писать? Ну, вы аналитики, то есть я так подозреваю, что у вас там больше, чем 2 человека, ну, типа, CoinMetrics, правильно? Хотя, да, три, даже если 3, все равно. Даже если 3. Ну, как бы, да, просто откройте график 2017 года и посмотрите, где биткоин нарисовал all-time high и где потом all-time high, это, типа, самая высокая Переведи цена. с английского, они просто ж ни разу не были ни в США, английского Все время вверх, all time high. Понял? Все время вверх. Give me this backlash. Переведи тогда все. Скажи это нормальным языком. All-time high – это самая высокая точка за всю историю. То есть, типа, самая наивысшая точка за всю историю. И когда биткоин ее показал в 2017 году? Да, в 2017 году показал вот эту наивысшую точку, альткоины, все остальные монетки, да, только лишь через месяц-2 начали показывать свои all-time high. Вот, и здесь аналитики говорят о том, что вот сейчас биткоин снова показал all-time high, но альткоины ничего не показывают. Скорее всего, это признак зрелости. Скорее всего. Биткоина. Или рынка. То есть они говорят, смотри, простым языком, целом, да, что альткоины не очень быстро встают. И говорят, что если не быстро встает, это признак зрелости. Правильно, значит, возрастной человек уже не так быстро все работает. То есть с этой точки зрения я с ними солидарен. То есть Бобик погавкает, но позже. Это я им уже говорю. Я им говорю, уважаемые аналитики CoinMetrics, а я просто про альткоин не слышала. Ну, это же достаточно молодая, да, крипта? Не, альткоины это все, что эфиры, альтернативная монета биткоин. Лайткоины, биткоин кэш, альтернативные... Да, эфириум, да? Альтернативные коины. Друзья, ну, собственно говоря, это был очень хороший для нас год. Если у вас что-то было не так, это ваши проблемы. Самое главное, не отчаиваться никогда. Вот. Это сейчас у меня как этот... Президентская. Да. Привитание. Не, это инфо-цыганский тренер. Падаешь, вставай. Затяните шаг пояса назад, 3 и держитесь вперед. дальше. Да. Друзья наши, спасибо вам, во-первых, огромное, что вы подписываетесь на наш канал и тем самым поддерживаете наши начинания. Это номер 1.
Номер 2 – это то, что я хочу сказать вам, что в следующем году будет также много интересных выпусков, Подороже интереснейших гостей, обсуждений факапов. Про женщину из Воронежа мы тоже не забудем упомянуть. И, собственно говоря, в этот новогодний вечер мы ни в коем случае не позволим себе изменить традиции и попросим наших гостей исполнить нам песенку в подарок новогоднюю. Про маленького мамонтенка. Ой, вышло чуть-чуть. Я не так хотел сказать, на самом деле. Но мне просто текст не пишут. Ну Итак, что же? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Наконец-таки я первый раз могу набухаться в Новый год, не в Новый Вы уже делали год. какую-то новогоднюю съемку в этом году? Да. Да, уже это не первое? Вы могли... Не, ну это вообще... Соврать? Давайте заново. Ребят, а вы уже делали какую-то новогоднюю съемку? Нет, это первый. Ну что, попросим, друзья. Попросим. Пожалуйста, новогоднюю песню. Песня для лучших малышек, Ну, поем все вместе, да? которые сегодня держатся до конца с нами. Потоки ветра мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не обижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя самая лучшая малышка. Потоки ветра мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не обижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя. Я направляю голос в эти строки. Все говорят, что модная я. Мои движения, как листья коки. Ты кайф ловила бы от меня. Не понимаю, что со мной. С тобой хочу смеяться. Давай сегодня в Харькове мы все не будем притворяться. Танцуем вместе с нами все. Потоки ветра мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не обижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя. Еще потоки ветра мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не обижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя. Погнали. Эй! За рулем своего бэтмобиля делаем красиво на стиле. Радиоволны мы затмили. Впереди дороги, впереди мили. Бенджамины танцуют рядом, а я познаю тебя своим взглядом. Твои губы кусаю, люблю, понимаю, желаю. Я тебе таю, ты и я. Это торнадо. Там все с вами водопадом. Над небом 3 метра. А в голове моей Потоки ветра мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не обижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя самая лучшая малышка. Потоки ветра. Девочки, воздух, камон! Эй, 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 эй. Мы сегодня Что? на Гагарин шоу разрываемся все. С Новым годом, друзья! Что? Друзья, для вас небольшой от нас интерактивчик. Сейчас мы с Тамерланом просто танцуем, а вы поете припевчик. Я думаю, его знают все. Такой Погнали. сюрпризик небольшой от нас. Поехали! Раз, два, три, потоки. Не беспокойся, Что? Одним дыханием с тобой мы... Я для тебя. Окей. Потоки ветра мы еле слышим. Все-все-все! Пусть ведь тебя я не обижу. Одним дыханием с тобой мы. Я для тебя кто? Отлично! Потоки ветра мы еле слышим. не беспокойся, ведь тебя я не обижу. Одним дыханием с тобой мы дышим.
Я направляю голос. Все говорят. Модные вы, спасибо большое! Гагарин шоу in the building! Yeah. Крутяк, спасибо большое. Спасибо! Чик. Спасибо.